Все мы знаем самую высокую вершину на планете Земля. Это Эверест. Высота Эвереста 8,8 километров. Но какая же самая большая вершина в нашей Солнечной системе? И это не Эверест. Представляю вам гору Олимп. Это не тот Олимп, который находится в Греции. Находится на Марсе, высота которого 26 километров от основания. А теперь поподробнее. Марс – это соседняя планета с нашим домом планетой Земля. Именно на Марсе находится самая высокая вершина в нашей Солнечной системе. Гора Олимп – это потухший вулкан, расположенный в провинции Фарсида, район экватора планеты. Высочайшая как по абсолютной, так и по относительной высоте гора Солнечной системы. Кстати, что касается названия Олимп, то, как по мне, звучит очень даже символично. Олимп очень уникален. Далее мы обсудим его уникальность. Олимп имеет крутые склоны по краям высотой до 7 километров. Причины образования этих обрывов пока не нашли убедительного объяснения. При этом многие склоняются к версии подмыва склонов вулкана, некогда существовавшим на Марсе океаном. Это более логичное объяснение образования гигантских склонов Олимпа. Длина вулканической кальдеры Олимпа составляет 85 километров, ширина 60 километров. Атмосферное давление на вершине Олимпа составляет всего лишь 2% от давления, характерного для среднего уровня марсианской поверхности. Для сравнения, давление на вершине Эвереста составляет 25% от показателя на уровне моря. Учитывая, что на поверхности Марса давление составляет менее 0,01 атмосферы, разряженность среды на вершине Олимпа почти не отличается от технического вакуума. А это означает, что совершать космические полеты с вершины Олимпа было бы невероятно дешево. А теперь поговорим по поводу уникальности Олимпа. Он занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты. Дистанция, необходимая для обозрения вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности. Соответственно, если встать на самой высокой точке вулкана, то его склон уйдет за горизонт. Умеренный наклон позволял бы доставлять материалы для космодрома и в дальнейшем осуществлять космические полеты человечеством и реализовывать беспрепятственный выход с вершины Олимпа в открытый космос. Мы знаем, что Олимп – это потухший вулкан, образовавшийся благодаря потокам лавы, извергавшимся из недр и застывшим на поверхности. По всей видимости, извержения происходили в течение длительных периодов времени, о чем говорит и тот факт, что ширина вулкана почти в 30 раз превышает его высоту. Анализ снимков аппарата Марс-Экспресс показал, что самая свежая лава на склонах Олимпа имеет возраст предположительно около 2 миллионов лет. Имеется предположение, что размеры Олимпа объясняются тем, что Марс, вероятно, не имеет тектонических плит, в отличие от Земли, и преимущественно вся лава из недр Марса выходила именно в районе Олимпа. Территория, окружающая вулкан, во многих местах покрыта сетью небольших хребтов и гор. Эту горную систему называют ореолом Олимпа. Ореол простирается на расстояние до 1000 километров. Олимп – это, пожалуй, одно из самых уникальных мест не только на планете Марс, но и во всей нашей известной нам Солнечной системе. Подписывайтесь на канал, очень буду благодарен вашим лайкам и положительным комментариям. Если вам понравится канал, то подписывайтесь и ставьте обязательно колокольчик на все публикации. Так вы не пропустите новые наши видео, а также вы можете ознакомиться с большим количеством других интересных наших видео на канале Леа.